Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. И если вы на нем впервые, то я рекомендую подписаться, так как впереди еще масса всего интересного. В этом мастер-классе мы будем вязать вот такие пинетки. Пинетки необычные, а с Микки Маусом на пяточке. Размер подошвы у этих пинеток 10 сантиметров. Все о том, какую я использовала пряжу и какой использовала крючок, вы найдете в описании под этим видео. И мы начинаем. И приступим к вязанию подошвы. Делаем начальную петлю и набираем 22 воздушные петли. Такую подошву я уже вязала 1000 раз, но решила в этом видео связать ее вместе с вами. Двадцать 22 воздушные петли мы набрали. Далее самую первую петлю мы пропускаем и начинаем вязать со второй петли. Вяжем 10 столбиков без накида. Десять столбиков без накида провязали. Далее вяжем один полустолбик с накидом. Делаем накид и провязываем все 3 петли вместе. Далее вяжем 10 столбиков с накидом, но последнюю петлю мы не провязываем, в нее мы будем делать прибавление. И давайте довяжем самостоятельно, оставляя в конце одну петлю. Вяжем. Итак, провязали 9 столбиков с накидом и в 10-ю петлю мы делаем прибавление. В одну петлю вяжем 6 столбиков с накидом. Довязываем 6 столбик с накидом, провязали. И дальше мы вяжем 9 столбиков с накидом, и ниточку, которая осталась, мы прячем по ходу вязания. Не пропускаем первую петлю после прибавления, потому что она едва видна, поэтому будьте внимательны. Провязали. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом, делаем накид и провязываем все 3 петли вместе. Провязали. Дальше вяжем также 9 столбиков без накида, и у нас в конце останется еще одна петля, то есть 10-я.
а в нее мы будем делать также прибавление. Давайте провяжем самостоятельно. 9 столбиков без накида провязали. И вот у нас осталась одна петля, в нее мы вяжем 4 столбика без накида. В одну петлю вяжем прибавление, 4 столбика без накида. 3 и 4. Сделали. Далее вяжем 2 соединительных столбика. Первый в первую петлю от начала ряда, как мы только начинали вязание. И второй соединительный столбик во вторую петлю. Сделали первый ряд, у нас готов. Дальше начинаем вязать второй ряд. Для этого набираем 3 воздушные петли. И дальше вяжем еще 18 столбиков с накидом. Давайте сейчас мы провяжем самостоятельно 18 столбиков с накидом и дальше будем вместе делать прибавление. 18 столбиков с накидом провязали, дальше делаем прибавление. Вяжем в одну петлю по 2 столбика с накидом. И так у нас здесь получится 6 прибавлений. Один и второй столбик с накидом в эту же петлю. Одно прибавление мы сделали. Дальше вяжем второе прибавление в следующую петлю. Вяжем 2 столбика с накидом. Второе прибавление сделали. Третье прибавление. Четвертое. Пятое. И шестое прибавление. Все, провязали. Вот, смотрите, что у нас получается. Дальше нам нужно связать 19 столбиков с накидом. На пяточке будем делать такое же прибавление, как и на мыске. Давайте провяжем самостоятельно 19 столбиков с накидом. Дальше мы будем вязать с вами вместе. Провязали 19 столбиков с накидом. На пяточке мы делаем 5 прибавлений. У нас здесь осталось 5 петель. И также в одну петлю мы вяжем 2 столбика с накидом. Одно прибавление сделали. В следующую петлю вяжем прибавление. 2 столбика с накидом. Второе. Третье. Четвертое. И пятое. Пятая петля у нас получилась от первого соединительного столбика в первом ряду. Провязали. Далее делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю. Сделали. Второй ряд у нас готов. Далее вяжем третий ряд. Набираем 3 воздушные петли подъема и вяжем 19 столбиков с накидом до прибавления. И давайте сейчас провяжем самостоятельно все эти столбики и дальше будем вместе делать прибавление. 19 столбиков с накидом провязали, далее делаем прибавление. В первую петлю вяжем прибавление. В одну петлю вяжем 2 столбика с накидом. В следующую петлю мы вяжем только 1 столбик с накидом, прибавления не делаем. В следующую петлю, вот мы можем видеть прибавление во втором ряду, вот оно, 2 столбика с накидом в одну петлю. И то есть между ними образовалась петля и делаем также сюда прибавление. Итак, это будет у нас второе прибавление. Дальше в следующую петлю только 1 столбик с накидом. В следующую делаем прибавление, 2 столбика с накидом. И так чередуя. То есть прибавление у нас будет через одну петлю.
И так нам нужно сделать также 6 прибавлений. И последнее, 6-е прибавление. Все сделали. Дальше нам нужно будет провязать 20 столбиков с накидом. И на пяточке будем делать прибавление точно такое же, как и на мыске. И давайте провяжем 20 столбиков с накидом. Двадцать столбиков с накидом провязали. Далее делаем прибавление в первую петлю. Вяжем 2 столбика с накидом, делая прибавление. В следующую петлю мы вяжем только 1 столбик с накидом. Дальше снова прибавление. Дальше только 1 столбик с накидом. И снова прибавление. Здесь у нас получится 5 прибавлений. Провязали. Далее делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Все, подошва у нас готова. Дальше мы нить не отрезаем, а продолжаем ею же и вязать дальше. Набираем 2 воздушные петли подъема и будем вязать столбики без накида. Но выполнять подъем от подошвы к основанию мы будем следующим образом. Заводим крючок в первую петлю с изнаночной стороны на лицевую. Дальше крючок заводим во вторую петлю с лицевой на изнаночную сторону и протягиваем петлю. И вяжем столбик без накида. Дальше во вторую петлю заводим крючок с изнаночной на лицевую сторону. Дальше в третью петлю с лицевой на изнаночную сторону и протягиваем петлю, провязываем столбик без накида. И так далее. Заводим крючок в третью и в четвертую петлю. Достаем ниточку и провязываем столбик без накида. И так далее. Таким образом у нас получится подъем от подошвы к основанию пинетки. И вот так вот у нас получается. И вяжем так до конца ряда. Итак, провязали мы этот ряд. Далее делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю. Сделали. Дальше второй ряд мы будем вязать соединительными столбиками. С самой первой петли начинаем вязание. Просто вяжем соединительные столбики. Таким образом у нас получится как бы имитация двойной подошвы. Но на самом деле у нас здесь только связана одна подошва. Но оно выглядит, как будто бы их связано две. И давайте провяжем до конца ряда соединительные столбики. Итак, довязали. И вот как это выглядит. Как будто бы у нас здесь провязана двойная подошва. Дальше нам нужно сделать соединительный столбик. Но соединительный столбик я делать не буду,
Просто немножко оттягиваю ниточку, отрезаю ее и буду сейчас делать петлю, чтобы у нас не было видно, где мы закончили вязание. Вот таким образом. Протягиваем ниточку через первую петлю, то есть ту петлю, с которой мы начинали вязать. И протягиваем в последнюю. Потом эту ниточку мы также протянем на изнаночную сторону и закрепим ее. Протягиваем. И вот что у нас получилось. То есть там, где мы закончили вязание, у нас ничего не видно. Дальше мы будем вязать уже другим цветом. Я взяла сиреневый, вы берете на свой вкус. И смотрите, у нас остались петли, которые получились от столбиков без накида первого ряда. Вот они сверху так и остались. И вот за эти петли мы будем вязать следующий ряд. Заправляем нить, набираем 2 воздушные петли и будем вязать столбики без накида по кругу. Ниточку прячем по ходу вязания. И этот ряд мы просто провязываем столбиками без накида, без убавлений и без прибавлений. Вот что у нас получается. И давайте сейчас провяжем самостоятельно этот ряд до конца. Довязали этот ряд. Далее делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Сделали. Далее делаем еще одну петлю и отрезаем нить. Готово. Дальше будем вязать мыс. Для этого находим серединку. Так, находим ровно середину, чтобы пинетка не косила ни влево, ни вправо, а была ровная. И отсчитываем от середины 7 петель. Отсчитали. И всего у нас на первый ряд уйдет 14 петель, то есть 7 в одну и 7 в другую сторону. Заправляем нить. Делаем воздушную петлю. Дальше со следующей петли начинаем вязать столбики без накида. И у нас получится 13 столбиков без накида. 14 петля у нас ушла в начале ряда, где мы заправили нить. Провязали, далее разворачиваем вязание, начинаем вязать столбики без накида не с первой петли, а со второй. И вяжем. Во втором ряду у нас уже получится 12 столбиков без накида. Довязали. Дальше в вот эти вот свободные петли мы делаем 2 столбика без накида, один и следующий во вторую петлю, второй. Разворачиваем вязание и начинаем вязать не с первой
петли, а со второй также столбики без накида. В третьем ряду у нас получится 13 столбиков без накида. Вяжем также до конца ряда. В конце ряда мы будем делать 2 столбика без накида. Довязали. И вот делаем 2 столбика без накида. Один столбик в одну петлю, второй в следующую. Сделали. Разворачиваем вязание, вяжем четвертый ряд. Также начинаем со второй петли. Не с первой, а со второй. Вяжем столбики без накида. В четвертом ряду у нас уже получится 14 столбиков без накида. Довязали. Дальше делаем в одну петлю один столбик без накида, во вторую петлю второй столбик без накида. Разворачиваем вязание, вяжем пятый ряд. Также начинаем со второй петли. И давайте мы провяжем все так же, пока у нас не получится 18 столбиков без накида. Дальше мы уже с вами встретимся. Я провязала 8 ряд. В 8 ряду у меня уже получилось 18 столбиков без накида. Вот он, 8 ряд. В конце 8 ряда также делаем 2 столбика без накида. Один и второй. Разворачиваем вязание. И здесь мы уже 9 ряд начнем вязать не со второй петли, а с третьей. То есть 2 петли вначале мы пропускаем. Таким образом у нас прибавления уже не будет. И в 9 ряду у нас также получится 18 столбиков без накида. Вяжем до конца. Провязали 9 ряд. Здесь также делаем 2 столбика без накида. Второй. Разворачиваем вязание. Также пропускаем 2 петли и начинаем вязание с третьей. И в 10 ряду у нас также получится 18 столбиков без накида. Вяжем. Довязали 10 ряд. Здесь мы будем делать только один столбик без накида. Разворачиваем вязание. Итак, мы уже довязали. Дальше начнем вязать язычок для пинетки. Итак, начинаем вязание. Одну петлю пропускаем и со второй начинаем вязать. Вяжем 8 столбиков без накида, а в середине ряда мы будем делать одно убавление. Дальше делаем одно убавление. Достаем петлю, в следующую петлю достаем и через 3 петли протягиваем нить. И дальше уже вяжем также 8 столбиков без накида до конца ряда. Провязали 11 ряд, точнее мы будем его уже считать первым рядом язычка. Далее делаем воздушную петлю и вяжем 17 столбиков без накида. Давайте провяжем самостоятельно. 17 столбиков без накида провязали. Далее делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Дальше также вяжем 17 столбиков без накида до конца ряда, начиная уже с самой первой петли. Это уже получается третий ряд. Всего нам нужно провязать 10 рядов. То есть провязываем третий ряд и провязываем еще самостоятельно 7 рядов. Дальше мы с вами встретимся и будем вязать 11 ряд.
Итак, провязали мы 10 рядов по 17 столбиков без накида. Вот что получается. Дальше вяжем 11 ряд. Вяжем 4 столбика без накида. Дальше вяжем 9 полустолбиков с накидом. Через все 3 петли. Снова накид. Через все 3 петли. Провязали 9 полустолбиков с накидом. Далее вяжем 4 столбика без накида. Делаем воздушную петлю и отрезаем нить. Ниточку потом прячем вовнутрь вязания. Дальше уже мы будем вязать боковые стороны. Здесь у нас всего осталось 40 петель. Но для того, чтобы у нас узор на пяточке Микки Маус был симметрично, нам нужно всего 39 петель. Поэтому в этом ряду мы будем делать убавление на пятки. Одно убавление. Итак, заправили нить, набрали 2 воздушные петли подъема и вяжем столбики без накида. Вяжем столбики без накида до середины пятки. Там мы будем делать убавление. Вяжем самостоятельно. Итак, довязали. Дальше делаем убавление. Сделали. И продолжаем вязать столбики без накида до конца. Итак, довязали столбики без накида. Всего у нас получилось 39 столбиков без накида. Далее делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Вяжем с самой первой петли 17 столбиков без накида. Уже в этом ряду мы начнем вязать Микки Мауса. Провязали 17 столбиков, 17 столбик без накида не довязываем до конца, а сразу же заправляем нить черного цвета. Вот так. Подтягиваем все ниточки. Дальше нам нужно провязать 5 столбиков без накида черным цветом. Ниточки, которые у нас остались, сиреневые и черные, мы вяжем, берем их за собой. То есть они у нас лежат внутри столбиков без накида черного цвета. Пятый столбик без накида не довязываем до конца, меняем нить. Поменяли. Дальше вяжем также 17 столбиков без накида до конца ряда. Нить черного цвета мы оставляем. Давайте провяжем самостоятельно. Довязали до конца ряда. Далее делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И здесь мы первую петлю пропускаем и начинаем вязать со второй. Таким образом у нас будет получаться одно убавление. То есть в нечетных рядах мы будем делать по одному убавлению по краям. И мы вяжем 15 столбиков без накида. 15 столбик не довязываем до конца, меняем нить на черную. Вот так. И дальше вяжем 7 столбиков без накида черным цветом. Ниточки берем все за собой. То есть у нас остался там кусочек черной нитки и сиреневая наша основная нить. Тянем за собой. Она у нас лежит внутри вязания.
второй, третий, седьмой столбик не довязываем до конца, меняем нить. Ниточку сиреневого цвета мы подтягиваем и поменяли цвет. Дальше вяжем также 15 столбиков без накида, а точнее вяжем 14 столбиков и в конце ряда делаем одно убавление. Итак, смотрите, провязали мы 14 столбиков, далее делаем убавление. Сделали воздушная петля, разворачиваем вязание и вяжем четвертый ряд, начиная с самой первой петли. В четных рядах мы убавления не делаем. И мы вяжем 13 столбиков без накида. 13 столбик не довязываем до конца, будем менять нить. Итак, довязали, меняем нить на черную, нить сиреневого цвета тянем за собой. И вяжем 11 столбиков без накида черным цветом. 11 столбик мы будем не довязывать до конца. Десять. 11 не довязываем до конца, меняем нить. Нить сиреневого цвета подтягиваем. Так. Меняем цвет. И дальше вяжем 13 столбиков без накида. Убавления в конце не делаем. Довязали до конца ряда. Дальше делаем воздушную петлю. И уже здесь делаем убавление. Первую петлю пропускаем, начинаем вязать со второй. Таким образом вяжем 12 столбиков без накида. 12 столбик не довязываем до конца, меняем нить на черную. Так. И вяжем также 11 столбиков без накида черным цветом. 11 столбик не довязываем до конца, будем менять нить на сиреневую. Меняем цвет, подтягиваем ниточку и вяжем сиреневым цветом. Вяжем 11 столбиков без накида и в конце ряда делаем одно убавление. Так, провязали 11 столбиков, далее делаем убавление. Это будет 12 столбик. Сделали. Воздушная петля, разворачиваем вязание, начинаем вязать с самой первой петли. Вяжем 12 столбиков без накида, 12 столбик не довязываем до конца, меняем цвет. Итак, меняем цвет на черный. Поменяли. И вяжем также 11 столбиков без накида черным цветом. Нить сиреневого цвета тянем за собой. Она у нас лежит внутри вязания.
Так, не довязываем до конца, подтягиваем нить сиреневого цвета, меняем. И вяжем дальше 12 столбиков без накида. В 7 ряду мы делаем в начале и в конце убавления. Первую петлю пропускаем, начинаем вязать со второй петли. Здесь вяжем 12 столбиков без накида. 12 столбик не довязываем до конца, меняем цвет на черный. Дальше вяжем 9 столбиков без накида черным цветом. Нить сиреневого цвета тянем за собой. Девятый столбик не довязываем до конца, меняем цвет. Поменяли. Дальше будем вязать 12 столбиков без накида, а точнее вяжем 11 столбиков без накида и в конце делаем одно убавление. Довязали до конца, далее делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание, начинаем вязать с самой первой петли. Вяжем 11 столбиков без накида. 11 столбик не довязываем до конца, будем менять цвет. Итак, довязали, меняем цвет на черный. И вяжем 11 столбиков без накида. Нить сиреневого цвета тянем за собой. Одиннадцатый столбик не довязываем до конца, меняем цвет на сиреневый. Поменяли. И вяжем дальше 11 столбиков без накида до конца ряда. Дальше делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и вяжем со второй петли, делаю убавление. И вяжем 9 столбиков без накида. 3, 8. Девятый столбик не довязываем до конца, меняем цвет на черный. И вяжем 5 столбиков без накида черным цветом. Нить сиреневого цвета тянем за собой. Пятый столбик без накида не довязываем до конца, будем менять цвет. 3, 4 и 5. Так, сама провязала. Не довязываем до конца. Меняем цвет на сиреневый. Дальше вяжем 3 столбика без накида сиреневым цветом. Нить черного цвета тянем также за собой. Третий столбик без накида. Не довязываем до конца. Меняем цвет на черный. Поменяли. И дальше вяжем также 5 столбиков без накида черным цветом. Это у нас уже вывязываются ушки Микки Мауса. Пятый столбик без накида не довязываем до конца, меняем цвет. Вот здесь у меня уже ниточка запуталась, но ничего, еще хватит довязать. Поменяли цвет, подтягиваемся и вяжем до конца ряда. В конце ряда делаем одно убавление. И вот такой вот Микки Маус у нас уже получился. Еще нам осталось довязать ушки. Эту нить я уже отрезала, она нам не нужна. С обратной стороны у нас осталась нить черного цвета, и ею мы продолжаем вязать. Заводим крючок в нить, в петлю, которая у нас сиреневого цвета. Так, делаем петлю, и в эту же петлю вяжем столбик без накида. И продолжаем дальше вязать. Всего у нас должно получиться 7 столбиков без накида.
7 столбик без накида. Дальше делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Первую петлю мы пропускаем, начинаем вязание со второй петли, и у нас получится 6 столбиков без накида. Довязали, дальше делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Также первую петлю пропускаем, начинаем вязание со второй петли. У нас в этом ряду получится 5 столбиков без накида. Дальше разворачиваем вязание. Начинаем вязание со второй петли, делая одно убавление. И сразу же делаем второе убавление. То есть у нас в этом ряду только 2 убавления. Сделали. Дальше воздушная петля и отрезаем нить. Второе ушко мы уже начинаем вязать с лицевой стороны. Одно ушко мы начинали с изнаночной стороны, второе с лицевой. Также начинаем с петли сиреневого цвета. Заправляем узелок, петельку, воздушная петля, и в эту же петлю вяжем столбик без накида. В этом ряду также получится 7 столбиков без накида. Седьмой столбик без накида. Дальше воздушная петля, разворачиваем вязание, первую петлю пропускаем и начинаем вязать со второй петли. Вяжем 6 столбиков без накида. Довязали, делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Также одну петлю пропускаем первую, со второй начинаем вязание. Вяжем 5 столбиков без накида. Дальше разворачиваем вязание. Первую петлю мы пропускаем и со второй начинаем делать убавление. Делаем одно убавление и второе. Делаем воздушную петлю и отрезаем нить. И ушки у нас готовы. Осталось эти нити, которые торчат, спрятать в вязание. Дальше мы будем вязать отверстие для шнурка. Начинаем вязать с самого первого ряда. Всего у нас здесь 9 рядов, поэтому будем считать, как будто бы у нас здесь 9 петель. Заправляем нить. Делаем воздушную петлю и в эту же петлю начинаем вязать столбик без накида. Провязали один столбик без накида, далее набираем 2 воздушные петли подъема. Далее один ряд мы второй, получается, пропускаем и в третий ряд вяжем столбик без накида. Один и второй столбик без накида в четвертый ряд. Дальше набираем 2 воздушные петли. Пятый ряд мы пропускаем и в шестой ряд делаем столбик без накида. И в седьмой ряд также делаем столбик без накида. Далее 2 воздушные петли. Восьмой ряд пропускаем и в девятый вяжем 1 столбик без накида. Далее набираем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. И теперь в каждую петлю мы вяжем по одному столбику без накида. Под 2 воздушные петли мы вяжем 1 столбик без накида. И здесь у нас получится 9 столбиков без накида. Под 2 воздушные петли мы вяжем только 1 столбик без накида. И последний 9 столбик без накида.
Довязали, делаем воздушную петлю и отрезаем нить. И вот у нас получились отверстия для шнурка. Очень важно начинать первый ряд с изнаночной стороны, поэтому с этой стороны мы будем начинать вязание с вот этого места, с 9 ряда. И вяжем точно так же, как и вязали. Давайте свяжем самостоятельно. Шнурок я уже связала. Как вязать такой шнурок, у меня есть отдельный мастер-класс. Ссылку на него оставлю в описании под этим видео. Шнурочки я уже заправила, и вот такие пинетки у нас получились. Если остались какие-то вопросы, пишите, постараюсь ответить. А у меня на этом все. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал. Всем творческих успехов и до новой встречи в новом видео. Пока!